Лавровый лист является одной из наиболее распространенных приправ в кулинарии. Однако в различных культурах лавровый лист также применяется в качестве лекарства для лечения различных заболеваний, таких как грипп, ревматизм и проблемы с пищеварением. Тем не менее, немногие задумываются о потенциальном вреде, который может причинить лавровый лист. В данном видео мы рассмотрим последствия употребления лаврового листа для здоровья человека, так что досмотрите его до конца. И если видео будет полезным, подпишитесь на канал. Следует отметить, что многое зависит от количества лаврового листа, который мы добавляем в еду. Как и в случае с любым другим продуктом, умеренность играет важную роль. Прежде чем рассматривать пользу и вред лаврового листа, рассмотрим его состав. Лавровый лист славится своим богатым составом, содержащим много полезных веществ. Он обладает витаминами группы В, В6, С, ПП, а также каротинами и флавоноидами. Кроме того, в нем содержатся микроэлементы, такие как железо, марганец, медь и цинк. Этот уникальный комплекс веществ придает лавру способность улучшать пищеварение и выводить токсины из организма, а также обладать противовоспалительным эффектом. Лавровый лист также считается естественным антибиотиком с антимикробными свойствами, что может снизить риск развития бактериальных инфекций. Однако следует помнить, что лавровый лист имеет токсические свойства, если его употреблять в больших количествах. Пожеванный лавровый лист может вызывать раздражение слизистой оболочки рта и желудка, а также привести к сильному отравлению. Поэтому употребление лаврового листа должно быть умеренным и ограниченным. Польза жевания лаврового листа для организма. Лавровый лист – это кустарник со остроконечными листьями. Жевание листьев лавра может стать отличным решением для заботливых о своем здоровье людей. Улучшение пищеварения. Лавровый лист содержит эфирное масло, которое стимулирует выделение желчи, помогая расщеплять жирные кислоты и предотвращая запоры. Снижение уровня сахара в крови. Компоненты, содержащиеся в лавровых листьях, способствуют снижению уровня глюкозы в крови, что особенно важно для людей, страдающих диабетом. Укрепление иммунитета. Лавровый лист обладает антибактериальными свойствами и способен укрепить иммунитет. Регулярное употребление лавра поможет предотвратить множество болезней и инфекций. Как правильно жевать? Лучше начинать жевать лавровый лист с половинки, а потом уже можно каждый день употреблять по одному целому листу. Его обязательно разжевывать зубами до самого мелкого состояния. Проглатывать его целиком ни в коем случае нельзя, так как он может застрять в горле и перекрыть доступ к кислороду. После того, как вы пожевали лавровый лист в течение нескольких минут, его нужно выплюнуть. Кстати, если жевать лавровый лист на ночь, то он поможет справиться с бессонницей. Важно понимать, что его следует употреблять с осторожностью, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов. Антибактериальные свойства. Лавровый лист давно известен своими целебными свойствами. Благодаря антибактериальным свойствам, которые позволяют использовать его как природный антибиотик, этот растительный ингредиент помогает бороться с микробами и бактериями в организме, что делает его эффективным средством при лечении инфекционных заболеваний. В составе лаврового листа содержатся эфирные масла, способные уничтожать большинство видов бактерий, включая Streptococcus mutans, вызывающий кариес. Таким образом, добавление лавра в рацион может помочь предотвратить развитие кариеса и других инфекций в полости рта. Некоторые исследования показывают, что лавровый лист может помочь в борьбе с бактериями, вызывающими язву желудка, и может быть полезен при лечении инфекций мочевыводящих путей. Противовоспалительные свойства лаврового листа. Лавр является целебным растением и находит применение в медицине благодаря своим противовоспалительным свойствам. Он способствует снижению воспалительных процессов в организме, улучшает кровообращение и ускоряет заживление ран. Эти свойства особенно полезны при лечении артрита, ревматизма, миалгии, невралгии и острых проявлений простуды. Кроме того, лавровый лист может помочь снизить болевые ощущения. Его свойства помогают уменьшить головную боль, мигрени, нервное напряжение и боли в животе. Также лавровый лист обладает способностью смягчить зубную боль и боль в горле. Важно понимать, что употребление лаврового листа в пищу не означает, что он может полностью заменить лекарства. Лавр действует как дополнительное средство для улучшения состояния здоровья организма, и его использование следует рассматривать как часть
комплексного подхода к лечению. Большое количество эфирных масел. Лавровый лист содержит значительное количество эфирных масел, обладающих антисептическими и противовоспалительными свойствами. Эти масла помогают в борьбе с бактериями и вирусами, укрепляют иммунную систему человека и оказывают положительное влияние на работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Однако следует понимать, что в больших количествах эфирные масла лавра могут быть опасны для здоровья человека. При употреблении в избытке лаврового листа может нарушиться работа желудочно-кишечного тракта, могут возникнуть аллергические реакции и даже отравление. Поэтому рекомендуется употреблять лавровый лист в умеренном количестве, а в случае сомнений лучше всего проконсультироваться с врачом. Кроме того, не рекомендуется употреблять лавровый лист беременным женщинам и детям до 3 лет. Проблемы с пищеварением. Жевание лаврового листа может привести к острым проблемам пищеварительной системы. Это происходит из-за наличия в лавровом листе веществ, способных раздражать стенки желудка и вызывать боли в груди. Жевание лаврового листа может вызвать тошноту, рвоту и диарею из-за наличия эфирных масел, которые в больших количествах могут оказаться вредными для здоровья. При расчете дозы лаврового листа следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать нанесения вреда здоровью. Содержание кумаринов в лавровом листе. Лавровый лист содержит кумарины – группу химических соединений, которые могут вызывать как положительные, так и отрицательные эффекты. Кумарины являются антикоагулянтами, способствующими растворению сгустков крови и обладающими антимикробными свойствами, которые помогают бороться с инфекциями. Однако высокое содержание кумаринов в лавре может быть вредным для здоровья. При употреблении больших количеств лаврового листа это может привести к нарушению кровообращения и проблемам с печенью. Исследования также указывают на то, что кумарины могут влиять на работу нервной системы и вызывать головокружение. Поэтому важно употреблять лавровый лист в разумных количествах, чтобы избежать негативных последствий. Симптомы передозировки. Головная боль, головокружение, сонливость, усталость, раздражение желудка и кишечника, что может проявляться в тошноте, рвоте, болях в животе, диарее и других симптомах. Проблемы с дыханием. Контакт с лавровым листом может вызывать отек гортани, что особенно опасно для людей с астмой или аллергиями, так как это может затруднить дыхание. Проблемы с мочевыделительной системой. Избыточное употребление лавра может негативно сказаться на функции почек, приводя к проблемам с мочеиспусканием и другим неприятным симптомам. Другие симптомы. Передозировка лавра также может вызывать судороги, сердцебиение и другие негативные проявления. В случае появления указанных симптомов следует немедленно обратиться к врачу для получения профессиональной помощи. Какое количество лаврового листа можно употреблять? Лавровый лист, как и любой другой продукт, имеет свои показания к употреблению. Однако следует быть осторожными и не злоупотреблять, так как излишнее употребление может привести к негативным последствиям. Основным компонентом лавра является эфирное масло, которое может вызывать аллергические реакции, оказывать негативное влияние на кровяное давление и даже вызывать интоксикацию при употреблении в больших количествах. В кулинарии обычно используют от 1 до нескольких листочков лавра на порцию блюда. И если у вас нет определенных заболеваний, употребление небольшого количества лаврового листа в пищу допустимо. Избегайте употребления больших количеств лавра, особенно если у вас проблемы с кровяным давлением. Для профилактических целей достаточно использовать 1-2 листочка лавра на порцию блюда. Также не рекомендуется употреблять лавровый лист во время беременности или кормления грудью, так как эфирные масла могут негативно влиять на развитие плода или грудного молока. Ну а всем, для кого это видео было полезным, ставим лайк и подписываемся на канал. Это будет невероятной мотивацией снимать для вас новые полезные видеоролики. Всем крепкого здоровья!